Всем привет, ребята, с Южного Казахстана, с вами Евгений, я мангальщик, печник, специализируюсь по выкладке мега казанов. Ребята, сегодня я вас познакомлю, как экстренно и быстро с побочного вам материала сделать небольшой шаблон арочного перекрытия для изготовления выкладки арки, ребята. Это, как видите, у меня шаблон сейчас занятый, я его не снимаю, он размером 92 сантиметра под портал мангала. Сегодня я, ребят, приступил выкладывать вот такой монумент. Вот. Это будет столешница, значит, под раковину. Вот таким вот она размерами вышла у меня, ребята. Здесь я выложил 7 рядов, зарезал, как видите, кирпичик сразу под уклон на 3 сантиметра от угла. Вот. Ребят, вот это расстояние я сделал одновременно, то есть равномерно. Вот, по полтора кирпича, как видите, полтора оттуда, полтора оттуда. И у меня получилось здесь 80 сантиметров, ребята. И мой шаблон на 92 сантиметра, он не подходит, значит, сюда. Я решил экстренно принять такие меры и выложить его, изготовить шаблончик из побочного мне материала. Я нашел вот такой вот, значит, пластмасс, ребят, вот такой вот толщины. Это ламбир, пластмассовый ламбир от дверей, значит, обшивка двери. Вот. Я вымерил его, ребята, вот так вот, 80 сантиметров под расстояние, значит, арки. Вот. Затем, ребят, сейчас я установлю, вот. От этой части я замерил 11 сантиметров. Приложил вот такой вот кусочек сайдинга, значит, от этого края до этого края и до середины, значит. И очертил полукруг, какой мне надо высоты. Ну, 10-11 сантиметров это самое нормальное, ребят. Потом вырезал это, значит, он пластмассовый, очень легко режется, отрезал. Вот. Я, значит, 2 детальки, вот, напилил брусочки по 7 сантиметров и скрутил их шурупами. Вот, он получился вот такой шаблончик. Он вышел у меня под кирпич 12 сантиметров, как видите, кирпичик будет на нем нормально стоять. Вот. И выложил подперку из сухого кирпича, значит. И вот так вот я буду его ставить. И очень замечательно получается вот это все. Вот. Далее я беру уже, значит, черный кирпичик, коричневый вот черный кирпичик, ребят, потому что арочка у меня симпатизирует, видите, здесь морковный, здесь шоколадный, вот, поэтому я буду здесь тоже делать то же самое, маленький такой шоколадный перекрывание. Вот. Здесь делим кирпич пополам, по 12,5 сантиметров. Я вот так, ребят, его аккуратно выставляю. Потом беру, значит, затем уровень. Сейчас я найду свой уровень. Вот, ребят. Здесь будет резаться зуб. И вот так вот я прикладываю, ребята, по где-то на 2 сантиметра. И черчу с этой стороны. 2 сантиметра отсюда. И черчу с этой стороны. Потом я кирпичик вот так буду пополам разрезать. Здесь, значит, запилю зубик. И о дальнейшем вам, значит, ребят, вот таким макаром у нас он нарезается. Получается у нас небольшой зуб дракона. Его можно будет
можно даже не можно, будет, а можно применять во время облицовки, значит, укладывать кирпич вот таким макаром. Значит, целенький кирпич ложишь. Сейчас у меня под рукой нет кирпича. А, вот есть, ребят. А, нету. Ладно. Пускай это будет так. Ну и приблизительно вам, ребят, понятно, да? Это получается зуб дракона. Вот. Также он применяется у нас и в арке. Ребята, для новичков, значит, я, допустим, это пилю уже автоматически на глаз. У меня уже за время сборки мангалов я уже отработал это, поэтому я его уже могу резать, как сказать, на глаз. Вот. Вот. Рисуйте здесь 6 сантиметров и запиливаете его вот так болгарочкой. Аккуратно сперва пропиливаете вот этот разрез, аккуратненько, вот, потому что он, кирпич керамический, он может отломаться, если чуть-чуть неправильно поведет себя болгарка. Вот, ребят. Вот так вырезали вы, отрезали, здесь надрезали, перевернули, здесь отрезали. Получился у вас вот такой зубец. Вот, ребят. И начинаем раскладывать. Значит, я его делаю. Мой принцип сборки арок, значит, ребята, вот такой. Кто-то выкладывает их, каждый ложит кирпич на раствор. Я делаю это на сухую. Здесь у меня получается маленький клинушек, я его немного запиливаю. И вот таким вот макаром ровненько заднюю стенку смотрю кирпича, чтобы было это все ровно и аккуратненько, нигде не торчало. Вот, придаю ему вид. Вот. Затем, ребят, вы находите простой кусочек картонки, всегда у вас будет валяться под рукой. И начинаю его делать ему симметрию, ребята, вот так вот. Подкладываю картонки. Вот. Смотрю положение размеров одинаково. Вот. Желательно их ставить ближе к верху, чтобы вам не мешало потом с той стороны. Сейчас я вам покажу, ребята. Вот, выкладываете вот так. Это все. Смотрите симметрию. Начинаете отсюда. У вас это было красиво. Я кирпичик не запиливаю. Значит, как обычно запиливают немного кирпич. Вот. Я пробовал эти моменты, ребята, запиливать его. Ну, кирпич керамический и постоянно он обдирает вот эту облицовку, как вот видите вот здесь, да, вот немножко он задевает и начинает облицовка, в общем, немного как-то, ну, не так, в общем, ребята. У меня нету станка пока хорошего, значит, чтобы обрабатывать ровно и аккуратно. Вот, я все делаю вручную. Что-то где-то вот хорошего бумажки. Так. Выставим здесь. Вот. Здесь у нас клинушек уже. Вот это все зажимается, ребята. Оно все сжимается. Вот такая. Вот. И кирпичик уже он стоит, он не шатается. Все. Я развожу, значит, ребята, жидкий раствор. Делаю его немножко. Это 1 к 4. Обычный песочный раствор. Вот. Делаю его пожиже. Переношу его за облицовку, чтобы он не попачкал с этой стороны. Здесь везде, как вы видите, есть пространства такие, чтобы раствор туда мог попасть. Вот. Ну и приступаем, значит, ребята. Приступаю вот так вот все проливать. Вот. Проливаю его жиденьким раствором. Промазываю хорошо. Вот. Раствор туда вовнутрь затекает. Здесь тоже вы видите есть от кирпича дырочки такие, отверстия. Раствор туда я вот так зажимаю прям хорошенечко.
Это. Вот так. Вот. Смотрю здесь. Вот. Здесь никакой, ребята, особой нагрузки нету. На нем не держится, значит, тонна бетона. Здесь нету массы там такой, чтобы это могло разрушиться. Вот. Здесь хорошо, вот. Здесь есть в кирпиче такие прорезы, как видите, ребята. Вот здесь растворчик сюда попадает, он аккуратненько все вот это соединяет. Вот, вот так, значит, вот я это все делаю. Сделал такую вот стяжечку. Сейчас у меня на объекте, ребята, как всегда, у меня на объекте сейчас новый кинорежиссер. Его зовут Славик. В дальнейших роликах я вас познакомлю его. Он тоже будет начинающий мангальщик. Второй мангальщик из Тараза. Вот. В общем, вот так, ребята, это все делаете. Этого достаточно. Вот. Вот. Так вот все соберем. Вытаскиваем ведерочко. И смотрим с этой стороны, ребята. Регулируем уже, значит, насколько нигде ничто не отодвинулось. Где-то можно будет подрегулировать, пока раствор еще у вас не замерз. Вот здесь вот чуть-чуть вот так вот, видите. Вот. Так это все делайте. Приложите уровень. Посмотрите плоскость. Вот как и вот изумительно все подошло. Вот, ребят. Ну и на этом я показал. И сегодня я вам покажу продолжение сборки мангала. В предыдущих роликах я вам показывал значит, обустройство арки и сборки столешницы. Вот так она, ребята, у нас получилась. Вот в таком вот формате она выглядит у нас. Здесь у нас будет гранитная плита, ребят. И здесь мы уже будем потом врезать раковину. Ну, об этом позже. Сегодня, ребят, я перехожу собирать дымосборник. Значит, дымосборник. Вот таким вот он макаром у нас получается. Можете посмотреть вот с этой стороны, как он идет аэродинамичность егошняя. Видите, да, ребята, по наклону нашего красавица зуба. Вот. И что значит, ребята, у нас по процессу? Все эти кирпичики надо запиливать, надо вымерять. Вот. Так как у меня нету рабочего станка, я еще не приобрел себе для резки, значит, фаски. Я все делаю вручную, ребят. Поехали, я вам покажу. У меня на угольнике, ребята, обычный угольник. Я вымеряю 3 сантиметра здесь. Вот так вот черчу. Здесь 3, здесь 3. Вот. Ставлю кирпичик. Соответственно, его замачиваю предварительно. И начинаю, ребят, вот по этой грани приблизительно вот так вот ставлю меточку. Вот. И начинаю вот так вот чертить. Вот как видите, да, здесь начертил. Потом перевернул. Угольником очень удобно. Вот так вот. Черчу границу, где я буду пропиливать наклон, значит, снимать фаску. Переворачиваю кирпич. И черчу с этой стороны. Получается вот такая вот разметка, ребята. Далее что, ребят? Я придумал столешницу, значит, Сейчас я вас с ней познакомлю. Ее может сделать каждый. Подручно, быстро, чтобы удобно, безопасно было пилить кирпич. Поехали на столешницу, ребят. Ну вот, ребят, мы подошли, значит, к нашей столешнице. Как я вам говорил, вот кирпичик. Это обычный стол. Удобно мне стоять.
Я здесь что придумал, ребята? Положил вот так вот кусочки пластика, которые у меня остались от арки. Вот здесь я сделал пару дощечек для того, чтобы кирпичик не убегал, ребят. Потому что очень опасно резать его. Вот. Я его оставлю вот под таким наклоном, ребята, видите, да? Он стоит параллельно наклон запилу, чтобы пилить было ровно и фаска снималась, значит, равномерно вот так вот снималась. Вот. Сейчас я продемонстрирую, ребят, вам. Сделаю маленький запильчик. Чуть-чуть туда. У меня сегодня кинорежиссер, как всегда, Славян. Я вас в следующих роликах познакомлю с ним. Вот, ребят. Ну и начинаем. У меня 230-я болгарка, большой диск, поэтому он сразу прорезает. Вот так мы отрезали. Вот аккуратненько. Все безопасно. Вот это мы убираем на обрезки. И получается у нас вот такой запил. Так что оставайтесь на нашем канале Пламя, ребята. Всегда с вами я, Евгений. Пока.